Привет, я Ира. Добро пожаловать в логово интроверта. И сегодня я хочу рассказать про первые российские броненосцы. У меня есть вот такая вот коллекция, такая серия, посвященная истории Отечественного флота. Выпущена она была в 1972 году. Автор Василий Завьялов. И на первой из этих марок первый российский броненосец – корабль Петр Великий. Спущен он на воду был в 1872 году, а за 2 года до этого, когда корабль только заложили, его было решено назвать крейсер, то есть просто крейсер. Но за 2 года, как раз к юбилею Петра, решили, что со стапелей сойдет Петр Великий. На этот корабль возлагали большие надежды, потому что он должен был стать первым океаническим кораблем такого уровня у российского флота. На этом корабле было 4 вида вооружения. Самые большие, самые мощные снаряды весили по 290 килограммов. Это приблизительно вес бурого медведя. То есть такое серьезное орудие. Прослужил первый российский броненосец 18 лет. Следующая марка, и на ней легендарный крейсер «Варяг». Вот. Марка вот так вот выглядит с этим крейсером. Спустили его на воду в 1899-м. Строили на верфи в Америке, в Филадельфии, по заказу Российской империи. Спустили на воду в срок. Стройка заняла 20 месяцев. Но после того, как российская сторона приняла заказ и корабль приехал к родным берегам, выяснилось, что в нем очень-очень много недоработок, и флаг на нем подняли только спустя 2 года после этих событий. Одной из серьезных была недоработка котлов, которые были установлены на «Варяге. Они очень часто выходили из строя. Но, наверное, самым серьезным стало то, что на бронепалубном корабле на орудиях отсутствовала броня. То есть они были ничем не защищены. И при первом же бою противник мог спокойно ликвидировать все пушки на «Варяге». Возможно, и это сыграло свою решающую роль в судьбе «Варяга». В историю же он вошел 9 февраля 1904 года. Тогда корабль стоял в корейском порту Чемульпо. Сопровождал его канонер-кореец. Капитан корабля, капитан «Варяга, 9 февраля в 7:30 утра получил ультиматум от японской стороны. Если до 12 часов дня русские корабли не выйдут из Чемульпо, то японцы откроют огонь. Капитан «Варяга» решил прорываться в Порт-Артур, но они вместе с корейцем столкнулись с японской эскадрой. Бой продолжался час, и за это время «Варяг» и кореец выпустили по японской эскадре 1300 снарядов. Но, получив серьезные повреждения, были вынуждены отойти обратно в Чемульпо. Там они поняли, что спасти корабли невозможно. И тогда, в 18:00 9 февраля 1904 года, «Варяг» решили затопить, и он пошел ко дну. Спустя год японцы «Варяг» подняли и сделали из него свое учебное судно. А в 1916 году Российская империя «Варяга» выкупает, и он снова становится частью российского флота. Но поскольку кораблю до сих пор нужен был серьезный ремонт, который решили делать в Англии, он туда и отправляется перед самой Октябрьской революцией. Но после революции российская новая власть отказалась оплачивать Англии ремонт «Варяга», и корабль был конфискован. Следующая марка, и на ней корабль, который вошел в историю как
Тот, на котором сразу же после поднятия государственного флага случилось восстание. Это корабль «Князь Потемкин Таврический», броненосец. 14 июня на корабле случился мятеж. Ничего не предвещало, корабль стоял на рейде, моряки занимались наладкой оборудования, все было хорошо, если бы не один факт. Моряки, матросы отказались от обеда, потому что говорили, что мясо испорчено. Этот мятеж попытались подавить офицеры, но началась перестрелка. Был убит капитан. А все офицеры взяты в заложники. Мятежники владели кораблем до 8 июля, а потом сдались. Корабль же переименовали Пантелеймон, набрали новую команду, но от революционных настроений его это не спасло. Пройдет несколько месяцев, и 12 ноября этого же года он примет участие, поддержит еще один броненосец «Очаков», который, кстати, вот выглядит вот так, в восстании в Севастополе. Это восстание продолжалось 3 дня и было жестко подавлено. Очаков, который был спущен на воду в 1902 году, получил очень серьезное повреждение, и ему пришлось 3 года стоять на ремонте. После ремонта он уже вышел снова в море под именем Кагул. Перед революцией ему вернули историческое имя Очаков, а в годы гражданской войны снова переименовали, потому что он уже ходил под флагом Белой армии и был назван в честь ее генерала Корнилова. Ну и последняя марка из этой серии – минный заградитель «Амур». Корабль спустили на воду в 1907. И это, кстати, второй минный заградитель в российском флоте с таким именем. Его назвали в честь погибшего такого же минного заградителя «Амур» при Порт-Артуре в русско-японскую войну. Этот же минный заградитель, который спустили на воду в 1907, сначала участвовал в Первой мировой, ставил минные заграждения в Финском заливе. Потом с его борта управляли матросами в период революции. А когда началась Великая Отечественная, в самом ее начале минный заградитель «Амур» было принято решение затопить, чтобы осложнить проход немцев. Так «Амур» был затоплен в середине 1941 года. Ну и на сегодня это все. Спасибо за внимание. С вами была я, Ира. До новых встреч в Логове Интроверта.